Вот за это мне вообще надо руки целовать, что я это рассказала. Красивый рисунок. Что, все, шутить, что ли, буду? Я вообще девушка серьезная. И такая, ну и все, мы закончили, встретимся с вами в следующий раз. Вообще я уже много чего рассказала в этом видео. Всем привет, я Надежда Парамонова, и у нас сегодня аллопеция. Надежда Парамонова, эксперт в области перманентного макияжа, профессиональный визажист. Автор и преподаватель базовых курсов по перманентному макияжу. В профессии более 8 лет. Создатель уникальных авторских техник микроблейдинга и аппаратных волосков. Многократный участник, спикер и судья на чемпионатах, конгрессах, конференциях. Обладатель Всероссийской премии Interpermanent Awards 2021 года в номинации «Лучшие техники». Качественная процедура перманентного макияжа складывается из нескольких этапов. Первый этап – это эскиз. Я подготовила эскиз, и мы начинаем приступать к отрисовке направления наших будущих волосков. Для того, чтобы нам одинаково отразить волоски с левой брови на правую бровь, нам необходимо поделить основную часть брови на 3 равные части. То же самое сейчас я выполняю на второй нашей бровке. Наши основные волоски каркаса будут начинаться в пределах данного деления. Мы поделили бровь на равные части, теперь нам необходимо прорисовать каркас основных волосков. Когда мы выполняем построение нашего каркаса, очень важно продублировать левую бровь к правой брови. Для того, чтобы наше направление волосков было одинаковое, мы делим бровь на 3 равные части. Мы до этого ставили деление. От данного деления начинается каждый основной волосок. Нашим следующим этапом будет добавление дополнительных волосков к основным волоскам. Это нужно для того, чтобы создать пучок. Очень важно, чтобы этот дополнительный волосок не резко входил в основной, а плавно вливался и начинался от середины нашего следующего основного волоска. Далее нам необходимо дорисовать наш пучок. Мы из нашего первого основного волоска вытягиваем второй волосок. Он идет из середины и делит наше расстояние пополам. Получается основной волосок, от него выходит первый дополнительный, и второй волосок выходит из первого и делит наше расстояние пополам. То же самое мы выполняем с нашим следующим основным волоском. Далее я доставляю еще один основной волосочек, делю наше расстояние пополам и буду прорисовывать пучок. Далее мы повторяем все те же самые действия на левой брови. Мы приступаем к отрисовке нашего основания брови. Я разделила наше основание пополам и добавляю к ним добавочные волоски. От нашего основного волоска доставляю дополнительный, поднимаюсь наверх и дублирую и ставлю такой же абсолютно волосок. Далее делю пополам и уже добавляю пушковые волоски. Чтобы наше основание было более пушистое, в самом начале брови можно поставить легкие пушковые волоски, которые будут смотреть в другую сторону, как бы немного развернуть. Самое главное, когда мы работаем с аллопецией, наш эскиз должен быть гармоничный. Каждый волосок должен вплетаться в друг друга. Мы закончили этап эскиза наших волосков, сейчас мы будем приступать к самой процедуре. Сегодня я буду работать пигментом Амстердам из минеральной линейки, он имеет русый нейтральный оттенок. Также по нашему промокоду, который вы видите сейчас на экране, вы можете получить скидку на всю минеральную линейку минус 10%. Мы приступаем к работе, делаем натяжение в той зоне, в которой мы начинаем работать, проверяем наш первый проход. Я уже вижу наши волоски. Очень важно контролировать длину своего шага. Ваша скорость руки и ваша скорость на блоке должна соответствовать. Насыщенность волоска достигается путем наложения. Вы не берете темный насыщенный пигмент, вы послойно накладываете пигмент. За счет этого получается объем и насыщенность волоска. Ваш первый проход, он всегда будет нейтральный. Цветовой объем, который мы добавляем, наносится уже непосредственно в конце процедуры. Когда мы с вами заполняем основание бровей,
прорисовываем волоски, я всегда рекомендую сидеть сзади клиента. Мы завершили наш первый проход. Сейчас я буду наносить анестезию и буду приступать к нашей левой брови. На нашу правую бровку я наношу анестезию. После первого прохода видны наши волосочки. Когда вы приступаете уже ко второму проходу, у вас полностью будет видна вся раскладка. Я использую вазелин для смягчения кожи между нашими проходами. В наше время огромное количество людей сталкиваются с таким заболеванием, как аллопеция. Данное заболевание имеет аутоиммунный характер и возникает в любом возрасте у любого человека. И решение для многих людей – это аппаратные волоски, которые полностью могут восстановить визуальный и художественный рисунок на бровях. Я в октябре переболела ковидом, часто болела потом ОРВИ еще до Нового года, после Нового года постоянно усталость постоянная была, и заметила где-то к Новому году брови буквально за 3 дня вылезли все реже становились, и потом, собственно, вообще их не было. Спреями там пользовалась, потом уже, когда заметила, что на голове тоже очагами, волосы прям лезли, страшно было. Подстригла их, и, соответственно, уже самолечением заниматься понятно было, что нельзя, и к трихологу записалась и начала у нее проходить курс лечения. Трихолог поставила диагноз аллопеция. На голове была очаговая аллопеция, а брови полностью выпали. Мы выполнили первый проход, зафиксировали наш каркас бровей. Сейчас я буду доставлять пушковые волоски, которые будут нам добавлять объем, и дотягивать вверх волосков. Пушковые волоски выполняются очень легко. Они предназначены для того, чтобы сделать дополнительный объем. Они не должны быть слишком яркие. Основная часть цвета у нас внутри брови. Для того, чтобы волосок нам сделать объемный, нам необходимо уплотнить цвет внутри волоска, в середине волоска. Мы помним, что любая насыщенность цвета достигается путем наложения. После первого прохода у вас по цвету должно быть нейтральное наложение. Не пытайтесь с первого раза сделать объемную бровь, иначе у вас она получится просто одного цвета. Ваши волоски будут в начале и в конце тоже одного цвета, и вы не получите тот объем, который нам необходим. Важное правило: вы натягиваете не полностью всю бровь, а вы выполняете натяжение именно в той части брови, в которой вы работаете. Выполняете шаги достаточно медленно, для того, чтобы иголочка успела оставить след пигмента. Людям, кто столкнулся с аллопецией, приходится тяжело психологически. Они теряют уверенность в себе и чувствуют себя неловко в обществе. Мне часто пишут люди, кто столкнулся с диагнозом аллопеция. И я всегда открыта к диалогу и периодически провожу благотворительные процедуры. Когда я поняла, что брови стали редеть, и это буквально случилось за 3 дня, состояние было не очень, при том, что ты каждый день ходишь на работу, тебе надо выглядеть соответствующе, и что я никогда не рисовала брови, даже этого ничего у меня нет, ни карандашей, ни теней. Что-то пыталась сделать, и первый месяц, наверное, я каждый день приходила и плакала дома, потому что, хоть это и не больно, понимаешь, что есть какие-то заболевания страшнее, но это некомфортно, и ты не понимаешь, что с тобой происходит, от чего это вообще. Испытывала неловкость, конечно, с общением, потому что всегда думаешь, вдруг зеркала постоянно перед тобой нету, как это выглядит, как там ты себя нарисовала, вдруг стерла. Сейчас лечение не продолжаю. Врач сказала, что рост волос на голове уже начался, а брови так и останутся. И разрешила делать процедуру, потому что до этого не разрешала, чтобы поры не закрывать, и приходилось рисовать. Нашла Надю в соцсетях, мы стали общаться, я рассказала все, что у меня как случилось, и она откликнулась помочь. Я надеюсь, что после процедуры я забуду об этой проблеме, и мне станет намного легче жить, даже можно сказать, собираться на работу, выходить в люди.
хочу, чтобы у меня появились брови, как настоящие мои были. Когда вы уже завершаете процедуру, вы затемняете переплетение волосков. Все волоски, которые пересекаются, они должны быть чуть темнее основы нашего волоска. В процессе работы я не меняю нажим. Любое затемнение идет путем наложения цвета. Очень важно работать на двух бровях. Вы не работаете, сначала сделали одну бровь, потом вы переходите на другую бровь. Сейчас я дотягиваю волоски, делаю их более объемными. Никогда не нужно бояться выходить за контур, так как по заживлению брови будут светлее. Мы закончили нашу процедуру. Очень интересно, что скажет наша модель. Спасибо большое Наде за ее золотые руки. Мне очень все понравилось. Я не ожидала такого результата. Большая благодарность всей вашей команде за положительные мои такие эмоции. Я получила большего, чем ожидала. Ну, как бы думала, что будут брови, но не настолько, что все будет красиво и шикарно, можно сказать. Мне станет легче, комфортнее, я буду себя чувствовать более уверенно. Это заранее сэкономленное время, мое будущее с утра и вообще. Счастлива? Да, очень счастлива. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока-пока!